Всем привет! На канале появится небольшая серия видеовыпусков, посвященных установке элементов Land Rover Discovery 4 в третью версию. Будут показаны некоторые работы по электрической части. И сегодняшнее первое видео посвящено замене руля с его пересветом и переделкой. Оставайтесь на канале. Значит, в чем суть мероприятия? Она заключается в замене салона, то есть установке от Discovery 4. Но так как меняется салон, соответственно, приходится и менять все остальное оборудование, которое будет устанавливаться. То есть это руль, это блок управления светом, это кнопки управления стеклоподъемниками, приборная панель и центральная консоль. Значит, все эти мероприятия заключаются не только просто с заменой, то есть выняли старые, установили новые. Если все так было просто, в чем же суть проблемы? То есть, подключая новые блоки, мы получаем частично не работающие кнопки или не работающие полностью. Соответственно, приходится разбирать блоки и переделывать кнопки, то есть упрощать. Значит, основное отличие Discovery 3 и Discovery 4 то, что в Discovery 3 были абсолютно аналоговые кнопки с управлением по уровню напряжения. Что касается Discovery 4, то управление уже происходит цифровое. Поэтому основная переделка — это переход от цифрового управления к аналоговому. Кроме этого, раз уже будет производиться разборка, всем надоевший зеленый цвет будет заменяться на любой другой. В данном случае будем заменять на белый. Итак, первое, с чего начнем, это с руля от Discovery 4. Значит, отличие его от руля Discovery 3 в том, что управление идет с кнопок цифровое, и при подключении часть кнопок перестает работать. Кроме того, этот руль идет уже с подогревом, а в Discovery 3 он отсутствовал. То есть подключение фишки обогрева. К счастью, она есть в подрулевой косе. Остается только с установкой кольца для обогрева. Все, конечно, начинается с разборки. Итак, переворачиваем руль. Для откручивания понадобится насадка торекс с звездочкой. Итак, подрулевые лепестки уже откручены. Далее, для откручивания кнопок управления еще необходимо открутить 4 винта. Итак, все винты и саморезы выкручены, и теперь можно достать блоки кнопок. Не торопитесь, все движения должны быть медленными, чтобы почувствовать усилие в случае какого-либо зацепа или из-за наличия шлейфа, который необходимо отстегнуть. Здесь можно обратить внимание на блок управления обогревом. Он должен иметь именно вот такой вот вид. Коробочка с платой внутри. Именно такой блок позволит штатно запустить обогрев руля, в отличие от блока, который управляется по коншине. Но если вам все-таки не повезло, в конце видео смотрите решение этой проблемы. Когда блоки кнопок разобраны, можно начинать уже работы по пересвету плат, а все составные части хорошенько вымыть. Перед тем, как выпаять светодиоды, необходимо определиться с их полярностью. Это удобно сделать, установив тестер в режим прозвонки диодов. Прозваниваем сначала с одной полярностью, тестер показывает бесконечность. И меняем полярность.
Тестер срабатывает, и кроме этого наблюдается легкое свечение светодиода. Видно загорание, легкое загорание светодиода. Значит, пометьте себе плюсовую сторону. При впайке новых светодиодов вы уже сможете ориентироваться. Итак, с чего начнем? Значит, удалим все элементы, которые нам не нужны. То есть резисторы, которые ограничивают ток на светодиоды, чтобы уменьшить яркость на этой стороне. И на обратной стороне удалим сами светодиоды зеленого цвета, чтобы потом вместо них уже запаять светодиоды белого цвета. Значит, над тем, как начать любую пайку, сделайте себе контрольные фотографии, по которым вы сможете потом, если что, восстановить, понять, где что находилось. Иначе потом, в случае какого-либо затыка, не сможете восстановить. Информация в интернете есть, но не всегда эти фотографии качественные, поэтому рекомендую всегда сделать какой-то контрольный себе снимок. Начинаем отпаивать и аккуратнее с соседними элементами, потому что воздушный поток достаточно мощный, поэтому лучше поставить поменьше скорость. Все, элементы удалены. Что касается этой платы, ну, в частности, резисторы, остались светодиоды. Ну, светодиоды можно, кстати, тоже попробовать с феном, но очень аккуратно, то есть в центр однозначно не будем греть, то есть пробуем тоже аккуратненько сбоку подогревать и пробовать их убирать. Конечно, лучше попробовать паяльником, но феном, конечно, быстрее. Так, этот цветной не надо. Я заранее пометил, какие необходимо будет удалить. То есть все зеленые за исключением цветных, то есть которые показывают включение какого-либо режима. Я их оставляю. Итак, настало время впаять новые светодиоды белого свечения. Значит, для этих целей была приобретена вот такая вот лента SMD светодиодов. Марка, типа размер этих светодиодов будет в описании. Ну и впаять резисторы, токоограничивающие. Значит, если с впайкой резисторов ни у кого не должно возникать вопросов, то с впайкой светодиодов многие спросят, где же у него плюс и минус. У него на корпусе есть такой срезик уголка, и этот срез обозначает минус светодиода. Но если кто-то сомневается или хочет это проверить, просто подавайте 3 вольта и порядка 10 миллиампер, и увидите по свечению светодиода, что все правильно. То есть предварительно на плате я пометил у старых светодиодов, где у них был плюс, и, соответственно, новый светодиод этим же плюсом я туда впаяю. Еще можно также это производить тестеров, то есть установив прозвонку диодов, также можно с помощью тестера проверять. Кстати, тоже происходит легкое свечение светодиода. Дальше наносим флюс. На паяльничек берем маленькую капельку припоя. Устанавливаем его на площадку и припаиваем одну сторону. Опять капельку припоя. И вторую сторону. Все, новый светодиод припаян. Таким образом запаиваем светодиоды, запаиваем для них токоограничивающие резисторы. Что касается светодиода на джойстике, тут просто я снял светофильтр в виде колпачка зеленого цвета. Сам светодиод светится синим. Ну а теперь самое время обратиться к электрической схеме по замене ряда элементов на платах руля Discovery 4.
Первым делом необходимо пометить и удалить в будущем все элементы, которые будут мешать построению новой электрической цепи. То есть вызвоним тестером все элементы, которые звонятся на разъем, обведем их маркером и в дальнейшем отпаяем. Отпаивать радиоэлементы удобно как термопинцетом, обычным паяльником, ну и, конечно, очень удобно это делать термофеном. Вот, самое интересное, эти микросхемы многоножки. Их тоже нужно аккуратно, прогревая по кругу, снимать. Так, для следующей процедурки нам понадобится сверлышко диаметром 1,5 мм. Дальше сверлышко чуть побольше, порядка 2,5 мм. Что будем делать? Значит, на плате нужно изолировать кнопки круиз-контроля. Что для этого нужно? Перерезаем общую дорожку с минусом, высверливаем переходнички с минусом. И также вот эту кнопку изолируем и перемычечкой соединяем их в общую цепь. И все это подключаем к первому проводу разъема, который будет идти непосредственно же к автомобилю. Нарисовалась еще одна проблемка. Так как клавиши управления навигацией мы не будем использовать, мы их запараллелим с клавишами левой стороны руля, то есть управление звуком. Но есть одна проблема. Общим своим проводом эти клавиши сидят на минусе. Соответственно, как и с левой платкой мы делали, то есть обрезали клавиши от общего минуса, которые были на управление круизом. Точно так же здесь придется обрезать каждую из клавиш, соединить их между собой и уже вывести на соответствующий штекер разъема. Давайте, как это сделать? Значит, дрелька, устанавливаем бур и по кругу, где общий провод, обрезаем от общего минуса. Вот таким вот образом придется вырезать каждую клавишу. Потом их между собой, конечно, соединим и выведем на нужный провод, который будет идти уже непосредственно на разъем автомобиля. Как уже оговаривалось ранее, управление на Discovery 3 аналоговое идет, и оно управляется падением напряжения на каждой кнопке, которой соответствует свой резистор. Значит, для того, чтобы переделать руль, необходимо изготовить дополнительно 3 платки. Значит, сначала подготавливаем площадочки, на которые затем будем распаивать резисторы. И начинаем паять резисторчики по схеме, один за одним. Не торопитесь, они мелкие, работа кропотливая, но должно все у вас получиться. Значит, таким же макаром, согласно схемы, распаиваем еще 2 платки. В будущем я, конечно, отказался от идеи с выносными платами, а уже примерив SMD резисторы на плате, разметил текстолит и просто дремелем пропилил дорожки и запаял сами SMD резисторы. Какой вариант удобнее, первый и второй, решайте сугубо сами.
Еще хочу с вами поделиться одним интересным решением, чтобы не параллелить джойстики правые и левые для управления громкостью мультимедиа штатной. В левую панель будет интегрироваться Bluetooth модуль для управления телефоном. По диаметру он полностью соответствует штатному джойстику, и его просто можно заменить. Но я решил все-таки оставить родной джойстик и заменить только внутренности. Для этого разбираем наш Bluetooth модуль, отпаиваем мешающие нам элементы. Это кнопки, держатель батарейки. А для питания Bluetooth модуля будем использовать небольшой стабилизатор, который закрепим сразу на нем самом. Регулируем его на выдачу питания порядка 3 вольт. На плате подпаиваемся проводами к выводам от штатных кнопок джойстика, а вторыми концами проводов подпаиваемся к одноименным кнопкам Bluetooth модуля. Сам модуль монтируем в корпус на термоклей. И устанавливаем небольшую линзочку от светодиода для контроля работы Bluetooth модуля. Питание для стабилизатора будем подавать с 8 пина на разъеме. Как правило, он пустой, его нужно будет допиновать. И взять питание плюс 12 вольт, например, с соседнего разъема питания обогрева, или провести отдельную линию. После установки Bluetooth модуль у вас заработает следующим образом. При нажатии центральной клавиши на джойстике происходит включение Bluetooth модуля, что можно контролировать по промаргиванию в линзу светодиода. Также в диспетчере Bluetooth устройств на телефоне он отобразится, к нему нужно будет подключиться. Теперь при прослушивании музыки с AUX телефона джойстиком можно управлять. Вверх клавиша будет добавление громкости, вниз убавление, вправо переключение треков вперед, влево переключение треков назад. Однократное нажатие на центральную клавишу будет останавливать воспроизведение. Продолжительное нажатие будет выключать Bluetooth модуль. Также необходимо перепиновать соединительные провода между блоками кнопок, чтобы схема соединения была как в LED Discovery 3. После сборки обязательная проверка работоспособности кнопок. Каждому нажатию кнопки должно соответствовать свое падение напряжения, которое можно контролировать на тестере. Ну и теперь небольшой бонус моим подписчикам. На тот случай, если у вас модуль управления обогревом, скан управлением. Итак, основная работа сделана, руль пересвечен. Видите, какими цветами он будет теперь работать. Приглушил свет, чтобы было видно. Ну и основная проблема, если у вас, конечно, попадется такой же год второго рестайла, то есть с управлением обогрева по коншине, вы уже не сможете его запустить. Ну, лично у меня не получилось. Вот, поэтому пришлось разрабатывать новую схему управления. Отказался я от микроконтроллера, дабы не усложнять себе жизнь, а реализовал ее на триггере и защиту сделал на делителе напряжения. Конечно, можно сделать и на 555 таймере. Ну, как уже реализовал, так и реализовал. Значит, устойчиво это все работает. По нажатию лепестка загорается обогрев. По однократному нажатию нажали, сработало, нажали, отпустило. Видно по загоранию синей подсветки. Заменил ее на синюю вместо оранжевого. Так гармонирует теперь с джойстиками. А также реализована защита. Оставим нагреваться руль и посмотрим по переходу синего свечения подрулевого лепестка на белый.
Вот, защита сработала, тем самым обезопасив нас от перегорания тенов в руле. Значит, этот момент срабатывания с помощью делителя напряжения можно смещать, то есть по комфортной температуре. Ну, еще один, конечно, момент, то, что лабораторный блок питания не позволил произвести правильную настройку, то есть давал сильную просадку по напряжению. То есть для этих целей был принесен аккумулятор, и только тогда уже получилось все это нормально настроить. Ну вот, в принципе, и все. Руль закончен, осталось только его поставить уже на машину и там обкатать. Значит, нарисовалась еще одна проблемка, то есть это с подключением питания и обогрева руля. То есть сама фишка вот эта вот есть, а куда ее подключать, то есть на самом кольце такой фишки нету. То есть есть вот этот широкий для подключения центральной части кнопок, фишки кнопок, но нету для подогрева. Соответственно, кольцо, которое шло в комплекте с рулем, было без шлейфа обогрева. То есть вот здесь вот вторым рядом должны быть еще два разъема для подключения обогрева. То есть внутри в кольце должно находиться еще два шлейфа. То есть один идет основной по управляющим и два шириной 2 сантиметра, которые идут на запитку именно обогрева. Здесь в руле этого нету, вернее не в руле, а в кольце. Поэтому выход здесь только один, это покупать так называемое CRC кольцо с шлейфом обогрева. Видите, теперь есть дополнительное гнездо для подключения блока управления обогревом. Ну а в нижней части уже, соответственно, будет гнездо для подключения фишки в подрулевой косе. Значит, кольцо имеет 3 полных оборота вправо и 3 полных оборота влево. Значит, чтобы определить, в какой момент мы получили центр, то есть можно отсчитать либо 3 оборота, но также индикацией служит полупрозрачное окошко, ну, даже можно сказать прозрачное окошко, в котором появление ролика желтого либо цвета, в зависимости какой установили, остальные все ролики черные. И совмещение двух меток, двух треугольничков. Их выставляем друг напротив друга, и в окошке должна быть видна или ролик полностью, или часть. Это и является серединой. Кстати, вот здесь можно и допиновать 8-й пин для подачи питания на Bluetooth модуль. Обязательно ставим предохранитель и подключаемся к толстым проводам замка зажигания. Цвет питающего провода может быть любой, но в данном случае мы подключились к желтому с красной полосой. Ну и самый кайф — это правильная работа переделанного руля. При однократном нажатии плюса включается круиз-контроль. На приборной панели загорается соответствующий индикатор. При повторном нажатии на плюс скорость будет увеличиваться, при нажатии на минус скорость будет уменьшаться. Сброс круиз-контроля будет происходить по нажатии, например, педали тормоза. При этом повторно его активировать можно нажатием кнопки Resume, сокращенно RES. Сбросить круиз-контроль также можно кнопкой Cancel, здесь сокращенно CAN. Кнопка Cancel однократно сбрасывает круиз-контроль, а кнопка Resume возвращает его на прежнюю скорость. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.